Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале. Извините за долгое отсутствие видео, но у меня накопилось много дел и проблем. Одну из них я уже рассказал в своем телеграм-канале. Сегодня мы поговорим об игре, которая приобрела огромную популярность благодаря MyClubNique, создателю настольного ужастика Bugs Roulette. Эта игра буквально взорвала интернет. Bugs Roulette — это не просто развлечение, это настоящий вызов для ума, смекалки и удачи. Игра заставляет адреналин кипеть, проверяя на прочность как игроков, так и их смелость. А награда для тех, кто рискнет бросить вызов, станет не только денежное вознаграждение, но и сохраненная жизнь в этой опасной игре. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Bugs Roulette по-простому — русская рулетка. Суть игры довольно проста. В небольшом помещении ночного клуба вам предстоит победить Next и забрать деньги. Ваше оружие случайным образом заряжается как боевые, так и холостые патроны. Участники по очереди стреляют друг в друга, пока здоровье одного из них не опустится до нуля. Каждый игрок может выстрелить в себя. Холостой патрон позволит вам сделать еще один выстрел вне очереди, в то время как боевой отнимет здоровье и передает ход противнику. Однако, прежде чем выстрелить в себя из дробовика, хорошо подумайте. Это не всегда лучшая идея. Вам дается несколько жизней, которые делятся на 3 сегмента. В начале каждого раунда вам показывают, сколько боевых и холостых патронов случайно заряжены в дробовик. Вы можете выстрелить в противника, если уверены, что патрон боевой, или в себя, чтобы не пропускать ход и продолжить игру, если в дуле холостой. Если вы стреляете в противника, его ход следует за вашим, независимо от вида патронов. Кроме того, в игре есть дополнительные предметы, за исключением первого сегмента. В каждом раунде и вам, и вашему оппоненту доступно до 4 таких вещей. Всего на столе может быть до 8 предметов. Лупа позволяет посмотреть, какой патрон сейчас заряжен. Банка пива позволяет перезарядить дробовик без выстрела, тем самым убирая один случайный патрон. Ножовка отрезает часть дула, позволяя нанести двойной урон. Сигареты добавляет 1 очко здоровья. Подозрительные таблетки с равным шансом восстанавливают 2 жизни или отнимает 1. Наручники. Противник пропускает ход. Телефон. Таинственный голос дает подсказку по случайному патрону. Инвертор. Меняет текущий патрон в патроннике на противоположный. Адреналин. Позволяет использовать любой предмет противника, за исключением другого адреналина. В каждом раунде важно оценивать соотношение холостых и боевых патронов. Если холостых больше, то лучше выстрелить в себя, а если боевых — в дилера. Вот несколько полезных советов. Адреналин — инструмент универсальный, но приковывать дилера и его же наручниками приятнее всего. Телефон ценнее всего, когда патронов 2 или 3. Иногда лучше выкуривать сигареты с полным здоровьем, чтобы не дать дилеру подлечиться. В обычной игре, чтобы выиграть денежный приз, необходимо трижды довести здоровье дилера до нуля. Первый раз без предметов. Это как бы обучающий этап. Во второй раз можно использовать предметы. Третий раз решающий. Если у игрока остается меньше 3 жизней, они перестают действовать. После этого открывается режим Double or Nothing. Победа в нем позволяет сыграть еще раз, но с удвоенным выигрышем. Продолжать можно бесконечно. Игрок может отказаться от игры в любой момент или продолжать испытывать удачу. Особенно интересно наблюдать за поведением участников игры. Главный герой, испытывая страх перед выстрелами, просто использует различные предметы. После каждого ранения его откачивают с помощью дефибриллятора. Дилер же, напротив, совершенно спокоен. Он понарошку использует предметы и лишь отшатывается от выстрелов из дробовика. Игра ясно дает понять, что дилер гораздо могущественнее игрока. Иногда он ведет себя не совсем адекватно. Одновременно использует лупу, пиво и несколько раз стреляет в себя. Однако он никогда не нарушает правил, что только добавляет ему харизмы. Игра пронизана атмосферой безысходности и грязи. Это чувствуется в серых стенах,
старом оборудовании и монотонной клубной музыке. Существенность дробовиком вызывает сомнения в безопасности происходящего, но азарт от опасной игры перекрывает чувство самосохранения. Дизайн игры очень интересный и необычный, однако больше всего меня впечатлил звук. Каждое действие в игре сопровождается сочным и приятным звуком. Перезарядка дробовика, использование предметов, звуки внешнего окружения. Стоит отдать должное Майку за такую работу. Играя в эту игру, обязательно используйте наушники. Вот и все, что можно сказать. Игра короткая, но увлекательная. Чтобы понять, стоит в нее играть, попробуйте сами. Это как русская рулетка, только по-другому и с веселой музыкой. Если хотите испытывать удачу в новой игре, то вперед! Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш видеообзор. Давайте подведем итоги. Bash Roulette — это короткая игра, которая спокойно приходится за полчаса. Однако атмосфера и азарт заставляет снова и снова возвращаться в комнату с дилером, чтобы испытать удачу. Единственный недостаток заключается в том, что приходится каждый раз заполнять имя в отказе от претензий в начале игры. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы досмотрели видео до конца. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Кроме того, у меня есть телеграм-канал и сообщество ВК, на которое вы тоже можете подписаться. Желаю вам удачи и до скорой встречи в следующих роликах. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate